О, здесь смотрите, что я нашел. Трутовичок. Да, это трутовик ложный. Он так называется, трутовик ложный. Видите? И растет он в данном случае не на дубе. Ну, на дубе это классический трутовик ложный. А вот здесь у нас ива. Видите? Ива. И на иве вырос вот этот гриб. Вон еще один гриб, видите? Трутовик ложный растет на многих лиственных деревьях. И на каждом дереве, на котором он растет, форма плодового тела, она немножко отличается. Бывает даже очень сильно отличается. Ну, есть определенные общие признаки, по которым можно определить, что это именно трутовик ложный. Красивые грибы. Обычно в лечебных целях собирают этот гриб с дуба. Это считается классический трутовик ложный. Но на других породах гриб имеет также лечебные свойства, поэтому его в принципе смело можно собирать, высушивать, перемалывать в порошок и использовать для приготовления настоев, разных водных напитков и так далее. Некоторые считают, что трутовики в лечебных целях стоит собирать только с живых деревьев. Я с этим не совсем согласен. Может быть, когда-нибудь я отдельный ролик на эту тему сниму. Ну, в общем, это, скажу так, не совсем правильная точка зрения. Но на всякий случай, для успокоения, мы можем посмотреть так, на это дерево. Дерево старое, трухлявое, но, тем не менее, еще живое. Не до конца трутовик убил нашу иву. Ну, в общем, собирать можно. Этот гриб довольно-таки проблематично отсоединить от ствола дерева. Один из признаков как раз трутовика ложного является его крепление к дереву. Вот посмотрите, какая большая площадь крепления, да? Он как бы распространился, прям расплылся, да, по поверхности ствола. Поэтому его, конечно, будет немножко сложновато отсоединить. Но ничего, будем пробовать. Вот видите, внутри какой он кофейный, такой темный. Темный цвет. Симпатичный, похож на чагу, кстати, по цвету. Но это не чага, естественно. Это другой совершенно гриб. И нарезаю его сразу полосками. Обратите внимание, можно было бы каким-то образом отколупать полностью плодовое тело, но потом с ним, в принципе, долго мучиться. Так, сразу на весу я просто отрезаю до тех пор эти полосочки, пока будет возможность отрезать. Ну и затем полосочки нарезаются на кубики и высушиваются, а потом уже в кофемолку. В общем, принцип такой. Режется он пока что довольно неплохо. Видите? Довольно неплохо. Вот если бы этот гриб полностью высушить, а потом уже нарезать, тут бы я точно не справился. Он становится настолько твердым, вот точно так же, как, допустим, древесина. В сыром виде она колется, режется лучше, чем в сухом. Особенно твердые породы древесины, они становятся очень твердыми, очень прочными. О, какой срез у меня получился. Гляньте. Ха! Шоколадный гриб. Такой красивый, насыщенный темный цвет. Да, ну вот дальше я уже не смог. Ну и так, в принципе, достаточно крупный кусок мне удалось разрезать пластинами. Вот какие пластинки у меня получились. Видите? Все крупнее и крупнее по мере утолщения гриба. Вот, смотрите, самый большой кусок какой. О! Все, а дома я его еще меньше фракцию сделаю, ну, то есть порежу уже там на фрагменты какие-то, прямоугольнички, кубики и так далее, уже для сушки. Будут такой размер, чтобы я мог запросто в мельницу свою поместить и потом перемолоть в порошок. Да, вот такой у нас трутовик ложный.
Так, вот этот трутовик я уже, видите, спилил. Ну, кстати, вот в этом месте начнет расти опять плодовое тело. Да, это свойство трутовиков, трутовика ложного, трутовика настоящего. В месте среза я уже неоднократно наблюдал. Постепенно вырастает опять плодовое тело. Так что пускай растет. Вот еще одно. Смотрите, какой красивый. Красивый такой, прям выгнутый, такой, как волна. Волна. И сверху, обратите внимание, трещины на верхней части шляпки. Это тоже один из отличительных признаков, одна из особенностей трутовика ложного. Именно трещины сверху на плодовом теле. Вот как будто такой обугленный он сверху, да? Как будто бы после пожара кусок древесины потрескался и вот приобрел вот такую интересную форму, такой внешний вид. Будем пробовать этот пилить теперь. Так.